Ну что, ребятки, вот я и в аэропорту Майами. Это забавно. Завершила я свой круг, потому что 10 лет назад я случайно попала в именно этот же аэропорт Майами, Майами Интернешнл. Я думала, что у меня будет транзит, но Америка не транзитная страна, в общем, там долгая история. Если хотите, как-нибудь расскажу. Это был мой первый раз, когда я случайно попала в Америку. И сейчас я сижу здесь и завершаю этот 10-летний круг тем, что я самостоятельно улетаю из Америки. Что я чувствую? Я чувствую радость, потому что это действительно мой осознанный выбор, который я сделала. Я очень счастлива. Не знаю, это прикольное чувство реально, потому что жить мне здесь не нравится, люди мне здесь не нравятся. Ну, в общем-то, я вам расскажу уже в видео более подробно, почему я уехала. Всем привет, друзья! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Лина, и я жила целый год в Америке. До этого я жила в Мексике полгода в ожидании даты CBP-1. Если вам интересно посмотреть про мой переход и то, как я попала в детеншн, сколько я там сидела в этой тюрьме, можете пройти по ссылочке и посмотреть 2 видео. Вы уже посмотрели первую часть этого ролика, я ее снимала в аэропорту Майами. Это были очень интересные такие смешанные чувства. И сегодня я хотела вам более подробно рассказать, почему же я уехала из Америки, ведь столько народу туда хотят попасть, даже уже Трамп закрыл границу. Почему, в общем, что послужило причиной моего отъезда. Начнем прямо с самого начала. У меня с Америкой вообще не задались отношения, потому что всех по CBP-1 пропускали, но вот с 4 марта прошлого года решили всех сажать русских, именно с русским паспортом, с российским, в тюрьму. Поэтому у меня отношения сразу с Америкой не задались. Еще раз повторюсь, что иммиграционная тюрьма ничем не отличается от обычной американской тюрьмы федеральной, там, где сидят уголовники. С вами точно так же могут сидеть лица, которые совершили серьезные преступления на территории штатов и которые просто дожидаются своего депорта. И так как всех пропускали на нашем пункте перехода, в основном это были граждане из Гаити, их было, наверное, 95%, и всех пропускали через 2 часа, они уже выходили в Америку. Но вот нас 5 русских за тот день повезли в детеншн. Больше никого в детеншн не увозили, и вот эта несправедливость, конечно, сыграла огромную такую роль. Она дала мне уже старт такой плохой, и я поняла уже, что Америка — это вообще не про справедливость, это просто про фортуну, какую-то удачу. Первый минус, который я для себя нашла, это безопасность. Для человека самое главное, где бы он ни находился, это в первую очередь безопасность. Америка очень криминальная страна, там каждый день происходит убийство, насилие, кража людей, детей и так далее. В общем, все, что есть плохое, это все в огромном количестве есть в Штатах. Просто в Америке так работает пропаганда и так работает американский маркетинг, что мы об этом никогда нигде не слышим. Мы слышим только про какие-то суперсерьезные теракты, которые проходят там. Если вы не знали, то я предлагаю вам посмотреть статистику. Это очень интересная статистика, она показывает убийства на 100 тысяч человек. То есть все мы понимаем, что, например, в одной стране маленькое количество народу, а в Америке большое, поэтому рассчитать статистику можно правильно именно таким способом. Так вот, например, в том же самом Мехико-Сити статистика по убийствам гораздо ниже, чем, например, в Чикаго. Можете сами в этом убедиться. Соответственно, стать жертвой преступления в Америке — это очень-очень просто. На моих глазах я видела погони за машиной, это было забавно, как в фильме, знаете, как эта игра, GTA вроде, да, там, где ты постоянно на тачке что-то угоняешь, за тобой полицейские носятся. Вот, в общем, это было ровно точно так же. Я постоянно видела в магазинах в Лос-Анджелесе, как не очень благополучные люди, так их назовем, приходят в магазин, набирают себе все, что они хотят, и просто выходят. Я это видела в Лос-Анджелесе и конкретно в Сакраменто. В Сакраменто мы жили рядом с даунтауном, и там была такая огромная аптека. В аптеках в Америке, если вы знаете, там продаются не только аптечные товары, но там как обычный магазин. Поэтому там просто люди вот так вот приходили, набирали себе и делали вид, что они типа ненормальные, типа идут с кем-то разговаривают, и просто выходили. И охрана тебе не может ничего сделать, если ты таким занимаешься, потому что в Калифорнии есть закон, если ты украл меньше, чем на $1000, а это большая сумма на секундочку, то тебя не будут арестовывать. Также в Америке действует такое правило: если ты становишься жертвой преступления, на тебя кто-то напал, что-то происходит, в твою сторону какая-то происходит агрессия или что-то в этом роде, то ты не имеешь права дать отпор. Объясню почему. Потому что если, например, на тебя, допустим, избивают, допустим, такую ситуацию представим, ты не можешь в ответ ударить, потому что если ты это сделаешь, этот человек потом пойдет и напишет заявление на тебя в суд, в шерифу, в полицию и так далее. И суд может постановить, что, оказывается, это не он на тебя напал, а это ты его избивал. Такое происходит сплошь и рядом, люди специально тебя вынуждают на какие-то конфликты, чтобы потом с тебя поиметь денег.
И следующее у нас это оружие. Я против ношения с собой оружия, против легализации его, но, к сожалению, во многих штатах в Америке оружие легализовано. Если у тебя есть грин-карта или паспорт, то ты можешь спокойно получить разрешение и пойти и купить в магазине оружие. Да, вы мне сейчас можете сказать, что, блин, ну это же круто, там, иметь оружие, защитить, там, можно себя и все такое, но у этого есть другая сторона медали, например, то, что ненормальные люди могут с собой носить оружие и могут им воспользоваться совершенно в любую ситуацию, когда им это захочется. И когда я жила в Лос-Анджелесе, я постоянно жила в этом ужасном стрессе, в этом anxiety, слово, в тревожности вот в этой, потому что там идет парень на тебя, у него маска, капюшон, он весь в черном, перчатки, руки в карманах. Ты вообще не знаешь, что у него в этих карманах. Может быть, у него там 10 пистолетов, да даже один пистолет. Это очень страшно жить в таком обществе, когда ты понимаешь, что ты настолько уязвим и беззащитен, и что даже в такой ситуации, если что-то вдруг, не дай бог, произойдет, полиция тебя может не защитить. Она может сказать, что это наоборот ты виноват. Следующий пункт – это бомжи и наркозависимые люди. Сразу хочу сделать дисклеймер. Я презираю любое употребление наркотиков, легких, тяжелых, таблеточных, аптечных, без разницы. Для меня это все одинаково, для меня это все наркотические вещества, и я против употребления этого. Но так как в Америке этого очень много, то мне пришлось все-таки задеть эту тему, как бы я не хотела об этом на самом деле говорить, но все-таки придется, наверное, это сделать, потому что это реально огромный пласт в американском обществе. Я вам уже показывала не раз видео, как на улице бездомные, психически ненормальные люди живут на улицах, и точно так же я вам показывала и наркоманов, которые употребляют свои вещества прямо на улице средь белого дня, и с ними никто ничего не делает. Так как во многих штатах легализовано, сами знаете что, не хочу говорить даже это слово, мне это все противно, и ты постоянно, когда ходишь по улицам, ты постоянно слышишь этот запах противный, ужасный. Я терпеть не могу этот запах, и он не выветривается, он постоянно, он везде с тобой. Меня это дико бесит, я не хочу жить в таком обществе. Также, если вы не знали, то в Америке есть огромная помощь наркозависимым людям. То есть, если вдруг у тебя нет денег на свою очередную дозу, или у тебя закончился, я не знаю, какие-то приспособления для употребления, ты можешь обратиться в специальные организации, которые бесплатно тебе выдадут либо дозировку, либо какие-то средства, чтобы помочь тебе заново употребить эту гадость. В штате Вашингтон, в Сиэтл, я вам прикреплю видео, очень классное видео про Сиэтл, посмотрите, там прикольно. В конце я там показывала такой перекресток, где постоянно собираются наркозависимые люди, и точно там же проходит продажа этих запрещенных веществ. Я не понимала, когда там жила, мы жили там 2 месяца в Сиэтле, я не понимала, почему так происходит, почему каждый день на одной и той же точке происходит продажа этих веществ, и почему с этим никто ничего не делает. Но потом я немножко порылась в Гугле и чате GPT, и оказывается, в Вашингтоне типа легализовали тяжелые эти вещества, не то что легкие, как они называют, а тяжелые. То есть они вообще практически все легализовали. Ну как легализовали? То есть это до сих пор запрещено, но если ты попадешься на употребление либо продаже этого, то у тебя будет всего лишь административный штраф. Поэтому полиция там курсирует, и она ничего не делает, они просто вот так вот закрывают на все это глаза, и им окей, так живется. Также я вам снимала сторис и показывала, где в районе университета Сиэтла огромная такая area, там огромный университет, корпуса, где живут студенты, учатся. Очень много магазинов с легкими наркотиками. И все это продается в спокойном доступе, и там дети все это употребляют и вот так вот живут. Для меня это не норма, это разрушает человека, и как бы кто-нибудь что ни говорил про легкие запрещенные вещества, это все равно приравнивается к наркотикам, это очень плохо. Следующий пункт – кредиты, кредитная история и долги. И сюда же, наверное, можно еще отнести пункт расходы. Почему все едут в Америку? Потому что здесь очень большие зарплаты. Вы прекрасно это знаете от других блогеров, которые просто восхваляют Америку, показывают ее какой-то сахарной ватой, что тут все вообще в розовых очках, приезжайте, работайте, обычная там уборщица просто зарабатывает миллионы и прекрасно живет свою лучшую жизнь. Это неправда. Я раньше тоже так думала, когда сюда ехала, абсолютно точно такое же у меня было мировоззрение, но после жизни в Америке это поменялось. Для того, чтобы комфортно существовать в Штатах, вам нужно зарабатывать от 10 тысяч долларов. И не надо мне говорить, что я живу на 3000 долларов, это нереально. Вот все зарплаты, которые вам рассказывают блогеры, отнимайте от них как минимум 30%. Это у вас будет уходить на налоги. Здесь очень сложная система с налогами, здесь есть федеральные налоги, налоги штатов и так далее. В общем, у вас будет огромная часть уходить на налоги.
которые вы должны будете подавать каждый год до апреля, и вы это должны будете делать самостоятельно. Для этого вам нужно будет нанимать специального бухгалтера, для этого нужно будет сохранять все чеки, какие-то штуки. В общем, там очень много всего, что нужно знать. Наши сограждане очень многим пользуются, там есть обходные схемы, как избежать уплаты этих налогов. Они большую часть типа списывают, якобы у них есть открытая компания с офисом, где они покупают там ноутбук, телефон, стол, стул, и типа это все списывают и тем самым платят совершенно минимальную стоимость. Но если IRS, это служба налоговая в Америке, начнет проверку против таких людей, то мало им не покажется, потому что в Америке, наверное, самое страшное преступление, которое ты можешь совершить, это неправильно заплатить налоги, либо их вообще не платить. Так вот, зарабатываешь ты 3-4 тысячи долларов, минус 30% отнимай, дальше ты платишь за жилье. Сейчас, например, в Лос-Анджелесе комнату, я повторюсь, это не квартира, это комната с другими людьми, с общей кухней, вы будете платить $1500, 1500. То есть за квартиру, соответственно, 2000, это просто, это самый минимум, который можно найти. Потом в Америке невозможно жить без машины, вам обязательно нужна будет машина, она обязательно будет в кредит. Даже если вы возьмете какую-нибудь самую простую машину, это будет, $500, это типа минимум будет за кредит, и плюс еще $200 это будет страховка. И также, помимо всего, вам нужно обязательно оплачивать медицинскую страховку, потому что если у вас не будет медицинской страховки, то если вы заболеете, вы попадете на очень крупную сумму денег. Ну и что у нас там остается от этой суммы? Практически ничего, можно так сказать, практически ничего, потому что все остальное, что у вас будет оставаться, это будет уходить только лишь на еду. Но чтобы в Америке хорошо питаться, нужно ходить в дорогие магазины, на какие-то фермерские рынки искать, потому что еда в Америке ужасного качества, кто бы что ни говорил, но я на себе это уже прочувствовала. Когда мы жили в Мексике полгода, я себя прекрасно чувствовала, мы готовили дома, ели нормальную еду, и все было прекрасно. Не скажу, что я там отказалась от сладкого, там, от булочек, нет, я ела все то же самое, но я себя чувствовала прекрасно, у меня на лице не было прыщей, не было морщин, тело мое было нормальное, и я была худая. Но когда я приехала в Америку, мое качество, именно качество, тут даже нужно заметить, именно вот это вот, подчеркну слово качество кожи и качество тела, оно стало ужасное. У меня тело стало как у бабульки, очень дряблое, целлюлитное, такое, знаете, я вроде бы не жирная, но тело, оно какое-то вот постарело, как будто бы стало хуже. Также у меня на лице появились морщины, прыщи, я постоянно испытывала проблемы какие-то с животом. Вы можете мне написать, что, у тебя же был стресс, ты же переехала в новую страну. Конечно, был стресс, да, но еда играет самую главную роль в этом во всем безобразии, которое со мной происходило. И вот сейчас я переехала в Мексику обратно. И я снова выгляжу гораздо лучше. Я похудела, не намного, но похудела. Теперь у меня прошли прыщи на лице, моя кожа гораздо лучше. Я чувствую себя лучше, у меня здесь больше энергии. Поэтому я уже проверила это на себе 2 раза, и вы меня можете уже не переубеждать, я знаю эту правду про еду в Америке. К сожалению, реальность такова, что в Америке живет огромное количество людей, и приходится добавлять какие-то удешевители в еду, делать еду некачественной, но чтобы это работало на количество, потому что накормить такое огромное количество людей, это невозможно, если ты будешь производить только с фермы, все брать, там супер экологичное, но это просто нереально будет. Я это прекрасно понимаю, если вас это устраивает, пожалуйста, живите дальше. Также еда в Америке ужасно невкусная, там везде добавлен кукурузный сироп, везде добавлено рапсовое масло, которое вообще, это синтетический продукт, его вообще нельзя употреблять ни в каком виде в пищу, и еще очень много разных удешевителей еды, и все это портит вкус. Я когда приехала, думаю, такое все невкусное, почему так? Но тут важный фактор, со временем ты начинаешь привыкать к этой еде, и твои вкусы, они как будто бы атрофируются, и тебе это уже еда кажется нормальной. Поэтому очень многие люди, которые прожили больше года в США, они уже говорят, так нормальная еда, чего вы все жалуетесь, она хорошего качества, почему нормально я ем, мне все вкусно. У вас вкусовые привычки настолько уже поменялись, что вы не можете отобразить, где нормальная еда, где плохая. Потому что даже приехав в Мексику обратно, я купила здесь в Окса такие пироженки мексиканского производства, типа кексики, внутри там белый такой крем был. И, в общем, когда я первый раз была в Мексике, я их поела и думаю, какие они невкусные, они такие сладкие, даже сахар вот на зубах скрипит. В общем, как-то мне они вообще не понравились, и я их не особо-то и ела. И, в общем, сейчас я решила проверить, я специально в первые дни купила эти пироженки, и мне они показались такими вкусными, вообще не сладкими, не приторными. И я думаю, вау, вот это да, потому что я помню свои воспоминания
после России об этих пироженках и как изменились мои вкусовые привычки сейчас. Я просто офигела с этого. Следующий пункт — это медицина, медицинские страховки. Мало того, что медицинские страховки стоят, ну, если обычная нормальная страховка, она будет выходить $300 в месяц плюс-минус. Если более хорошая, то еще выше. Можно ходить здесь без страховки, жить, но это очень чревато последствиями. Потому что если вдруг у вас, например, случится, там, не знаю, какой-нибудь аппендицит, ну, всяко бывает со всеми, да, мы никак это не сможем проверить, он вот так вот просто появляется, и нужно сразу же оперировать человека. И если такая ситуация случится, то будьте готовы заплатить там 40-50 тысяч долларов за вот такую обычную банальную операцию. И также мне еще непонятен такой факт, что ты платишь за страховку, допустим, $300 в месяц медицинскую, у тебя как бы там практически все включено. Но когда ты приходишь к врачу, записываешься, то ты еще дополнительно должен заплатить какие-то деньги. Для меня это вообще непонятный пункт, потому что ты же уже платишь за страховку. Почему ты еще должен что-то доплачивать? Это очень странно для меня. Я этого никогда в жизни не пойму. Также следующий пункт будет называться «люди». К сожалению, мне в Америке вообще не зашли люди, их менталитет, вот эти их тупые смолк-токи, тупые разговоры, вообще, которые ни о чем не имеют никакого смысла, никакой информативной нагрузки на себя. Мне это вообще не подходит. И также мне не нравится, что они с тобой будут общаться только, вот 100% из 100, только если им нужна от тебя какая-то выгода. Либо они думают наперед, какую они с тебя в будущем могут получить выгоду, именно в материальном плане, финансовом. Кто бы со мной как ни спорил сейчас в комментариях, но это мое личное мнение, и вы можете со мной быть не согласны, но когда вы разберетесь, что к чему, вы поймете, о чем я говорила. Это все огромный миф про то, что здесь люди очень добрые. Да, они с виду могут вам улыбаться, вы можете им типа нравиться, они могут спрашивать у вас, как дела, life is good, все дела, но на самом деле они могут вас в душе вообще ненавидеть. Меня это вообще не устраивает, я больше люблю конкретику, пусть даже у меня будет покерфейс, но когда я разберусь, что к чему, как бы, что это за человек, если он действительно хороший, и я захочу с ним общаться, то я открою ему, да, там какую-то часть своей души и так далее, и мы очень классно будем проводить время не потому, что я с этого хочу какую-то выгоду получить и деньги, нет, а потому что мне приятно будет с этим человеком общаться. К сожалению, для американцев это вообще непонятно, ну просто тут нужно понять, это такой менталитет, их так просто не научили. К сожалению, в Америке нет вот именно такого комьюнити, сообщества, как есть в наших странах, когда у нас действительно есть сильные сообщества, комьюнити, когда мы знаем, что такое дружба, обычная, бескорыстная. В Америке такого нет, и этого не будет. Просто это исторически так сложилось, что у них такого нет. Тут как бы не стоит их обсуждать, осуждать, просто они такие родились, и их так воспитали. Кому-то это нравится, кого-то устраивает, но, к сожалению, не меня. Следующий пункт — это документы, их ожидания, бюрократия. Даже если вы приехали не через Мексику, у вас все легально, волокита с документами будет преследовать вас всегда и везде. К сожалению, Америка еще находится на уровне лет 30-40 назад, и здесь все документы приходят по почте, по обыкновенной американской почте, где ты не можешь доплатить там какие-то дополнительные деньги, чтобы тебе пришло это побыстрее, либо лично в руки и так далее. Большинство документов просто теряется. И по почте тебе приходит очень много спама, всяких ненужных писем. Это дико бесит, раздражает, потому что зачем тратить столько бумаги на ненужные письма, я не понимаю. Можно все это перенести в email, либо сделать так, что, например, ты водительские права получаешь конкретно в DMV, чтобы почта ничего не теряла. И также грин-карты, какие-то важные документы, паспорт, например, ты тоже должен получать в каком-то определенном месте. Потому что это ненормально, что это все приходит по почте, это все воруется. Почтальоны — это тоже обычные люди, которые могут перепутать, не туда закинуть, выкинуть, что-то произойдет у него. Это просто человеческий фактор, который играет, к сожалению, не тебе на пользу. Документы ждать очень долго, особенно по тому варианту, к которому я приехала. Меня это не устраивает, потому что я не хочу жить в Америке, как будто я в какой-то клетке нахожусь. Да, Америка большая страна, есть много где путешествовать, но это все равно ограниченность. Плюс на ту зарплату, которую платят обычным работникам, вы не попутешествуете. Я разговаривала очень много с обычными американцами, которые, например, работают в такси, или, я помню, один учитель был. Учитель, он был английского, что ли, языка, в общем, где-то в школе обыкновенный учитель. Но он меня подвозил на Uber, то есть он дополнительно работал в такси. Ехать было тогда долго, и мы разговорились. И он сказал, что моей зарплаты учителя мне совершенно ни на что не хватает, и поэтому мне приходится после своей основной работы идти подрабатывать в такси на Uber. И это совершенно нормальная практика для Америки, когда ты имеешь не одну работу, 2, 3, а у кого-то даже и 4 работы и подработки.
То есть, соответственно, в Америке тебе приходится не просто пахать, как в обычной жизни, мы все много работаем, и я в том числе очень много работала в своей жизни, но в Америке нужно просто въебывать. Я другого слова, к сожалению, извините, не могу подобрать, потому что его, наверное, не существует приличного такого слова. Так вот, извините, я немножко отвлеклась от темы. Ждать документов очень долго. Я, к сожалению, я не хочу тратить всю свою жизнь на получение какой-то дурацкой грин-карты. Это может быть и 10 лет, и 20 лет, и неизвестно там, что, как поменяется политика миграционная, и ты можешь просто жить, работать, рожать здесь детей, покупать дома, квартиры, машины, а в один прекрасный день все схлопнется, и тебе скажут: давай, до свидания, дорогой, давай домой. Также следующий пункт — это свобода слова и равенство. Это мнимые понятия, которые американское сообщество, американские СМИ очень сильно продвигают в обществе, но по факту это не так. Никакого равенства в Америке нет, это правда. Даже возьмем обыкновенный мой пример, когда нас посадили в тюрьму из-за того, что у нас российский паспорт, а всех остальных пропускали за 2 часа. Я уже об этом говорила, но вот тебе обыкновенное классическое неравенство. Это самый простой пример, который я могу привести из своей жизни. Также все бегут сюда за свободой слова, по факту ее реально нет. Все, что ты можешь сказать свободно, это какие-то гадости про президента. Только я не понимаю, искренне не понимаю, в чем толк. Сказал ты, что там такой-то, такой-то плохой. А что дальше, что изменилось? Ничего не поменялось, его никто не убрал, он не ушел, он отсидел свои 4 года, выбрали нового президента. В чем смысл? Я не могу этого понять. Также, почему нет вот этой свободы слова? Попробуйте хоть раз что-то сказать против черных или ЛГБТ-сообщества. Вот просто попробуйте сказать, что вы не согласны с их политикой. Я посмотрю, где вы окажетесь и насколько быстро это произойдет. Спойлер, окажетесь вы в тюрьме и надолго. Я думаю, что надолго. Поэтому никакой свободы слова там абсолютно нет. Посмотрите, что сейчас происходит в университетах, где студенты устраивали митинги. Не хочу поднимать эту тему, она слишком политическая, но вы абсолютно знаете, о чем я говорю. И что сейчас происходит? За то, что человек высказался и сказал свое мнение, это свобода слова, у них отбирают грин-карты и депортируют их в свою страну. Разве это можно назвать свободой слова? Я не считаю. Так вот, я хотела бы подытожить. Америка — это страна, я бы ее назвала такой фразой, что это сделка с дьяволом. Да, ты будешь получать хорошие деньги, но ты будешь их тратить только в Штатах. Большинство американцев вообще никогда не выезжали из своего маленького городка. Помните, я вам рассказывала про таксиста, который учитель. Он жил в Нью-Йорке, сам он живет из Сакрамента, он там родился. Он жил год в Нью-Йорке, он сказал, что я не потянул это, потому что там жизнь очень дорогая, я просто не смог. Я попался в кредиты и все, я не смог свою жизнь организовать. Ему пришлось вернуться обратно в деревню свою Сакраменто и там жить, доживать свой остаток дней и работать на куче работ, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Хотя он был обыкновенный молодой человек, то есть он не выглядел плохо, он не выглядел там каким-то наркозависимым, психозависимым. Так вот, и он сказал, что я был только за свою жизнь в Нью-Йорке, пожил там год и все, и уехал. Поэтому также, когда мы в детеншн сидели, мы там делать особо нечего, и мы разговаривали с охранниками, и они всю свою жизнь прожили в этом маленьком городе в Техасе Джексонвилл, и оттуда никогда не выезжали. И таких реально большинство, которые вообще никогда в жизни не путешествуют, да потому что у них и денег на это нет, вы поймите. Точно такая же ситуация, как у нас в России, блин. Поэтому не нужно говорить, что в Америке там все вау, я сейчас приеду, заработаю кучу денег, буду путешествовать. Да нет, ребят, не будет такого. Так вот, вернемся к сделке с дьяволом. Все деньги, которые вы зарабатываете в Америке, вы обязаны тратить в Америке. Так устроена эта американская система. Вы должны это просто понять, что у вас будет расходов гораздо больше, чем ваших доходов. Поэтому у каждого американца есть кредитные карты, кредиты и так далее. Не потому, что их система подсадила на это, и это так нужно, так правильно свою кредитную историю растить. Нет, потому что это от безысходности, понимаете? У обычного американца на кредитных картах в среднем $4000 у них задолженность. Да, это среднее число по Америке. Короче, соседи решили делать ремонт, поэтому я переместилась в ванную. Надеюсь, тут не будет слышно этих ужасных звуков. Так вот, я продолжу. Почему это сделка с дьяволом? Дальше объясняю. Если вдруг что-то случится у вас, например, вы заболеете, как я уже говорила до этого, вам придется заплатить огромную сумму денег. Вот, допустим, даже если вы зарабатывали хорошо, и вы копили, какую-то денежку оставляли, но что-то случилось. Мы все люди, мы все болеем. И бывают какие-то болезни, которые требуют очень долгого вмешательства медицины. И это стоит огромных денег. И вдруг такая ситуация происходит, и вы просто теряете все деньги. Вы просто обнуляетесь. Вот это меня пугает. То есть, например, если я, живу в России, и со мной, не дай бог, что-то случилось, то мне всегда есть где жить, мне всегда есть к кому обратиться. То есть я чувствую себя как-то более безопасно в этом плане.
Также, например, вот я сейчас в Мексике. Если вдруг, да, там, по здоровью у меня что-то случится, во-первых, у меня здесь есть страховка, во-вторых, даже если бы у меня ее не было, здесь практически при каждой аптеке работает врач, и он берет там какие-то, что-то, я переводила на наши рубли, что-то типа 300 или 500 рублей на наши рубли, в общем, какие-то смешные деньги, и он вас полностью проконсультирует, даст вам какие-то рекомендации, и здесь все продается без рецепта, абсолютно любые препараты, если что-то вдруг случится, то вам, в принципе, помогут, и это не будет стоить каких-то космических денег, как в Америке. Дальше, если вдруг у вас сломалась машина, все ездят в Америке на машине, вдруг что-то случилось, ну сломалось, вы когда приезжаете в Америку, явно понятно, что вы не будете покупать себе машину с салона, вам никто ее и не продаст с маленькой кредитной историей. Вы покупаете подержанную машину, сломался двигатель, все, вы просели, у вас долг 10, 20, 30, 10-20 тысяч долларов может быть спокойно, потому что чинить здесь машины стоит огромных денег. Это реально здесь дорого. Да, машины здесь дешевые, это огромный плюс, но чинить их очень дорого. Поэтому в любой момент ты просто не знаешь, когда ожидать, что что-то произойдет. И ты можешь реально просто обнулиться и либо уйти в такой жесткий минус, что ты потом еще будешь с этим расплачиваться всю свою оставшуюся жизнь. Такое меня не устраивает. Это реально жутко даже об этом думать. Ну, в общем, вот так. И возникает логичный вопрос, ну неужели, вот скажи, пожалуйста, почему ты говоришь только о минусах, неужели в Америке нет плюсов, почему там же так много людей счастливо живут? Да, пожалуйста, я вообще только рада за людей, кому нравится Америка. Welcome, как говорится, пожалуйста, живите, радуйтесь жизни, я очень вообще только рада за вас. Плюсы есть. Плюсы есть, вот я, как уже сказала, можно дешево купить машину, легко взять любой кредит, ну, не знаю. Для меня, наверное, это не особо плюс. Я не любитель кредитов. Если вы жили в своей стране, в маленьком городе, не Москва, не Питер, не какой-то большой город-миллионник, то вам в Америке понравится. Потому что если ты живешь обычную, непримечательную, серую жизнь, работаешь на 2 работах, имеешь в кредит машину, возможно, даже ты взял ипотеку, дома, квартиры там вообще стоят просто каких-то космических денег, даже если это супер бедный штат, какая-нибудь деревенька, в таких я тоже была, квартиры там стоят просто заоблачных денег, и ты всю жизнь будешь ее выплачивать. И еще и налоги платить за эти дома, квартиры. Так вот, если ты живешь в таком маленьком городишке и работаешь на обычной работе, и тебя устраивает такая жизнь, то Америка – это классный вариант для тебя. Я не люблю маленькие города, я не люблю деревни. Мне нравится жить в большом городе, но при этом в нормальном большом городе, без огромного количества криминала, без наркоманов, без палаточных лагерей, вот без вот этого всего. Также, когда я жила в России, я зарабатывала нормальное количество денег, даже очень хорошее, я считаю, поэтому у меня как бы все было нормально, и когда я приехала в Америку, мой уровень жизни просто резко упал на дно. Я стала очень мало зарабатывать, я не стала позволять себе даже половины того, что я позволяю. Я не делала маникюр уже 2 года, чтобы вы понимали, я делаю его себе сама. В России я делала его стабильно раз в 3-4 недели, я ходила к косметологу, я могла себе позволить все, что угодно, и, в принципе, хорошо жила. Вот так вот. Не надо мне, пожалуйста, писать, что ты уехала. Вот так вот на нас влияет пропаганда американская, которая здесь, кстати, работает гораздо больше, чем у нас. Россия, наверное, могла бы позавидовать американской пропаганде, потому что Америка — это самые лучшие маркетологи вообще в мире. Они могут продать тебе любую фигню. Вот этому, кстати, нужно поучиться у американцев, как продавать любую хрень вообще, которая просто еще там на коленке создана, а они уже нашли инвесторов, уже ее разрабатывают, хотя это полная ерунда, которая никому не нужна. Вот этому нужно у них реально поучиться, вот этому маркетингу. И пропаганда, конечно, в Америке супер круто работает. Плюс эти блогеры, которые переехали еще там 10 лет назад, заводили свой блог, рассказывали: посмотрите, как я классно живу, как у меня тут все прекрасно, живут в своей деревне, на 10 тысяч человек, и радуются, что они до магазина 40 минут едут. Для меня это не круто, вот. Поэтому для меня это тоже точно так же, как для вас, сработало, и я поперлась просто потому, что я хотела пожить всегда. Я смотрела американские голливудские фильмы, и для меня это была просто какая-то сказка, это реально была мечта, жизнь мечты. Ну, вот, что получилось, то получилось, поэтому я ни о чем не жалею. Я приобрела очень много опыта, мой английский стал лучше, я даже удивилась, потому что у меня всегда была проблема с английским языком, но теперь я на нем разговариваю. Вот такой вот плюс интересный. Плюс я поработала в крутой компании. Об этом, кстати, сделаю отдельное видео, потому что работа была реально интересная. Я считаю, что не у многих есть возможность поработать в самой богатой компании мира NVIDIA и в Mercedes. Это тоже популярная компания, которую знают все. Поэтому я сделала отдельное видео. Не забывайте подписываться на меня, ставьте лайки. И также отвечу на небольшие, наверное, ваши вопросы, которые возникли после просмотра этого видео. Где я сейчас? Я сейчас в Мексике. Как долго здесь я буду, я не знаю. Меня Мексика устраивает, мне нравится эта страна. Я хочу очень сильно развиваться в блогинге. Я сейчас снимаю короткие видео,
каждый день и выкладываю их. Поэтому, если вам интересно смотреть за моей жизнью, я путешествую в одиночку, никаких папиков у меня нет, как мне многие пишут, никаким эскортом я не занимаюсь, тоже никаким OnlyFans, это тоже все мимо и вообще не про меня, я просто, такой человек, вот. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, я буду рада любой активности, лайки, комментарии, пожалуйста, пишите, задавайте мне вопросы. Я очень рассчитываю, что я поеду дальше куда-то, потому что мне нравится, в принципе, Латинская, Центральная Америка. Я хочу везде побывать, попутешествовать, снимать для вас классные видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую, пока-пока.